Сколько раз вы задавались вопросом, действительно ли девушка вами заинтересована? Сколько раз вы упускали возможность просто потому, что не могли интерпретировать знаки, которые она вам подавала? Правда в том, что женщины являются экспертами в тонком проявлении интереса, и вам предстоит научиться распознавать эти жесты, чтобы не упустить шанс. Это видео представляет собой полное руководство по расшифровке всех действий и отношений, которые они используют, чтобы показать, что они открыты для общения. Прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Мне нравится», подпишитесь на канал и поделитесь этим контентом со своими друзьями, которым нужно лучше понимать женщин. Давайте вступим в игру и узнаем, что они на самом деле пытаются сказать. Номер 1. Интенсивный зрительный контакт. Когда она выглядит больше, чем обычно, это ваш сигнал. Зрительный контакт – одна из самых мощных форм невербального общения, и когда девушка заинтересована, она будет смотреть на вас больше, чем обычно. Это не просто быстрый, случайный взгляд, это глубокий, долгий взгляд, который, кажется, удерживает время еще на несколько секунд. Это явный признак заинтересованности. Если она поддерживает частый зрительный контакт, особенно в ситуациях, когда она может легко отвести взгляд, это для вас приглашение подойти к ней. Ключ заключается в том, как вы реагируете. Старайтесь не отводить взгляд сразу и не выглядеть напуганным. Удерживайте ее взгляд, улыбнитесь и проявите уверенность. Ее взгляд – ваш сигнал проявить инициативу. Не упустите эту прекрасную возможность. Номер 2. Случайные и случайные прикосновения. Налаживает ли она физическую связь? Вы замечали, что она случайно прикоснулась к вам, смеясь или говоря что-нибудь смешное? Это не совпадение. Девушки используют легкие прикосновения, чтобы проверить почву и установить более тесную связь. Это может быть прикосновение к плечу, руке или даже легкий удар, когда она проходит мимо. Эти жесты тонко рассчитаны, чтобы оценить вашу реакцию. Что вам следует делать? Не отстраняйтесь, но и не наступайте агрессивно. Отвечайте естественно, улыбайтесь, если момент кажется подходящим, легко ответьте на прикосновение. Этот обмен необходим для создания чувства близости и комфорта. Номер 3. Когда разговор становится личным, почему она делится больше? Если она начнет делиться личными подробностями своей жизни, своих страхов, мечтаний или переживаний, вы можете быть уверены, что она заинтересована в установлении с вами эмоциональной близости. Женщины нелегко открываются кому попало. Это привилегия, предназначенная для тех, кого они считают особенными. Ваша роль здесь – проявить искренний интерес, внимательно слушать и отвечать с сочувствием. Не прерывайте разговор и не превращайте момент в возможность поговорить только о себе. Задавайте вопросы, которые покажут, что вы внимательны и вам интересно, что она говорит. Это способ создать более глубокую эмоциональную связь. Номер 4. Она смеется над всем, что вы говорите. Юмор – мост к общению. Скажи честно, ты правда думаешь, что все твои шутки такие смешные? Когда девушка смеется почти над всем, что вы говорите, даже над самыми глупыми шутками, это явный признак интереса. Смех – это способ сблизиться, способ показать, что она чувствует себя комфортно и открыто для взаимодействия. Воспользуйтесь этой открытостью, чтобы создавать легкие моменты и весело флиртовать. Но будьте осторожны, не переусердствуйте и не принуждайте к юмору. Баланс является ключевым моментом. Используйте ее смех как способ укрепить связь, но сохраняйте разговор плавным и интересным. Номер 5. Она остается рядом с вами без видимой причины, близость не случайна. Вы замечали, что она всегда рядом, даже без логической причины? Если она ищет вашего присутствия, располагается рядом с вами на мероприятиях или даже находит оправдание, чтобы проводить с вами больше времени, это не совпадение. Физическая близость – один из самых явных признаков интереса. В этот момент это ваш шанс проявить взаимность. Не ждите, пока она сделает все необходимые шаги. Покажите ей, что вы замечаете и цените ее усилия быть рядом. Предложите ей поговорить, задайте вопросы и используйте этот момент для создания комфортной и интимной атмосферы. Номер 6. Соблазнительные жесты, когда она играет со своими волосами или поправляет одежду. Вы замечали, что когда она рядом с вами, она часто играет со своими волосами, поправляет одежду или делает другие, казалось бы, заученные жесты?
Это не просто тщеславие, это невербальные сигналы, указывающие на то, что она знает о вашем присутствии и хочет привлечь ваше внимание. Эти движения почти инстинктивны и показывают, что она пытается показаться вам более привлекательной. Ответ здесь прост. Признайте это, но не будьте слишком очевидными или агрессивными. Сделайте тонкий комплимент, поддерживайте уверенный язык тела и дайте понять, что вы цените ее усилия. Это создает чувство взаимного притяжения и дает ей почувствовать, что ее ценят. Номер 7. Она прямо или косвенно делает вам комплимент. Воспользуйтесь возможностью. Когда девушка делает вам комплимент, открыто или в более тонких комментариях, она дает понять, что что-то в вас замечает и ценит. Прямые комплименты, такие как «ты очень смешной» или «мне нравится, как ты думаешь», являются явным признаком того, что она ценит ваше присутствие и хочет, чтобы вы об этом знали. Косвенные комплименты, такие как замечания по поводу вашей одежды, прически или чего-то, что вы сделали, могут показаться более непринужденными, но обычно они служат той же цели. В обоих случаях она открывает дверь для углубления взаимодействия. Самая распространенная ошибка – это ложная скромность или игнорирование комплимента. Правильный ответ – принять это с уверенностью и использовать как способ поддержать разговор. Например, если она комментирует что-то, что вы носите, поблагодарите ее и переходите к разговору о ее стиле. Комплименты – это открытые двери для установления связи. Используйте их с умом. Номер 8. Когда она пытается продлить встречу, пора действовать. Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда казалось, что время на исходе, но она делала все, чтобы продлить момент? Это может быть фраза «давай останемся еще немного» или «как жаль, что все заканчивается», сказанная тоном разочарования. Эти жесты не случайны. Это явные признаки того, что ей нравится ваша компания, и она не хочет, чтобы встреча заканчивалась. Если вы не сможете распознать этот момент и действовать в соответствии с ним, вы упустите прекрасную возможность. Идеальный ход – взять на себя инициативу и предложить что-нибудь, что поможет продлить время вместе, например, короткую прогулку или даже десерт в другом месте. Девушки ценят мужчин, которые умеют проявлять инициативу, особенно когда они уже проявили интерес. Помните, что уверенность и естественность превращают это расширение в нечто еще более особенное. Номер 9. Она спрашивает о ваших планах на будущее. Это больше, чем просто любопытство. Когда девушка начинает спрашивать о твоих планах на будущее, будь то, что ты делаешь на выходных или куда бы ты хотел поехать, это явный признак того, что она пытается вписаться в твою жизнь. Это не просто любопытство. Она ищет подсказки о том, как создать общие моменты или понять, есть ли для нее место в ваших проектах. Лучший способ отреагировать – это энтузиазм и открытость. Поделитесь своими планами и используйте возможность небрежно предложить что-нибудь, что включает в себя и ее. Например, если она спросит о выходных, упомяните, что вам нравится делать, и посмотрите, проявит ли она интерес к участию. Эти вопросы – замаскированное приглашение включить ее в свою жизнь. Не игнорируйте их, используйте их для построения более глубоких связей. Номер 10. Она проявляет тонкую ревность – это признак интереса. Ревность – сложная эмоция, но в небольших дозах она может быть явным признаком заинтересованности. Когда девушка проявляет легкую ревность, например, комментируя кого-то, кого вы упомянули, или шутя по поводу того, на кого вы смотрите, она показывает, что ей не все равно. Эти небольшие акты ревности направлены не на то, чтобы контролировать вас, а на то, чтобы проверить, замечаете ли вы, насколько она эмоционально вовлечена. Правильный ответ здесь – не оправдываться или начинать спор, а признать этот жест и успокоить ее легким и заботливым тоном. Покажите ей, что ваше внимание сосредоточено на ней и что вам ни о чем беспокоиться. Знание того, как обращаться с этими знаками, имеет решающее значение для укрепления отношений и демонстрации того, что вы все контролируете, но в уважительной форме. Номер 11. Она игриво вас дразнит, используйте игру слов в своих интересах. Если она игриво дразнит вас, знайте, что это один из самых явных признаков интереса. Девушки используют легкое поддразнивание, чтобы создать напряжение и проверить вашу способность справляться с флиртом. Это может варьироваться от комментариев по поводу того, что вы сделали, до небольших замечаний по поводу того, как вы говорите или одеваетесь. Ключевым моментом здесь является не принимать что-либо на свой счет, а присоединиться к игре.
Отвечайте обаятельно и с юмором, показывая, что вы можете подыгрывать, не теряя самообладания. Например, если она говорит: «Ух ты такой самоуверенный», да? Вы можете ответить: «Только когда я разговариваю с кем-то интересным». Этот тип ответа сохраняет легкое настроение и показывает, что вы контролируете взаимодействие. Номер 12. Когда она просит вашей помощи или внимания, дело не только в необходимости. Вы замечали, что она просит вашей помощи в простых вещах, даже когда могла бы справиться с ними сама? Просьбы о помощи, будь то небольшие, например, открыть бутылку, или более важные, например, спросить мнение, это тонкие способы создать близость. Проси вас о помощи, она показывает, что ценит ваше присутствие и доверяет вам. Не игнорируйте эти моменты. Вместо этого используйте их как возможность создать более прочную связь. Проявите готовность помочь и используйте это как шанс начать более личный разговор. Кроме того, помощь демонстрирует вашу внимательную и надежную сторону. Два качества, которые девушки очень ценят в мужчинах. Поймите, что эти просьбы касаются не только самой задачи, но и способа построить близость и укрепить связь между вами. У девочек есть сложные и увлекательные способы проявить интерес, и распознавание этих признаков – первый шаг к построению настоящих и значимых связей. От интенсивного зрительного контакта до, казалось бы, случайных просьб о помощи, каждый жест имеет значение, выходящее за рамки очевидного. Вам, как мужчине, предстоит чутко интерпретировать эти знаки, действовать уверенно и, прежде всего, уважать ее границы. Речь идет не об играх, а о понимании ее языка и реагировании таким образом, чтобы создать прочную основу для отношений. Теперь, когда у вас есть инструменты для распознавания женских интересов, применяйте их в своих взаимодействиях и наблюдайте, как ваши отношения начнут трансформироваться. Давайте продолжим видео, но сначала, если вы дочитали до этого момента, моя дорогая, оставьте комментарий ниже, указав слово «100%» или что-то подобное, чтобы подтвердить, что вы уже узнали из видео. Чтобы увидеть больше интересных тем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео и потом делитесь им. Как распознавать явные признаки женского интереса и действовать уверенно, чтобы эффективно привлечать и сосковлять. Расшифровка признаков женского интереса – важнейший навык, который отличает уверенных в себе мужчин от неуверенных в себе. Женщины часто проявляют скрытое влечение, и если вы не знаете, как распознавать эти сигналы и реагировать на них, вы можете упустить большие возможности. Они редко бывают прямыми, но знаки есть и ждут правильного ответа. Это руководство научит вас распознавать эти сигналы и действовать решительно, чтобы превратить случайное взаимодействие в глубокие и значимые связи. Прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Мне нравится» под этим видео, подпишитесь на канал и поделитесь им с друзьями, которым нужно овладеть этим искусством. Давайте узнаем, как точно интерпретировать эти сигналы и максимально использовать каждую возможность. Номер 1. Ей требуется больше времени, чтобы поздороваться или попрощаться. Это первый признак. Если она здоровается или прощается дольше обычного, это не совпадение. Нерешительность при уходе или преувеличенный энтузиазм при приветствии – это способы продлить общение, потому что она хочет проводить с вами больше времени. Часто это сопровождается затяжной улыбкой, мягким тоном голоса или даже прикосновением к руке. Не стоит недооценивать эти жесты. Когда вы заметите такое поведение, воспользуйтесь моментом, чтобы создать более интимную связь. Задайте легкий вопрос или прокомментируйте что-нибудь, чтобы расширить диалог. Если это происходит во время прощания, предложите назначить следующую встречу или скажите что-нибудь вроде «Мне понравилось наше общение, продолжим в другой раз». Эти действия показывают, что вы внимательны и готовы поддерживать связь. Номер 2. Когда она настаивает на том, чтобы сопровождать вас ради чего-то простого. Если она настаивает на том, чтобы присоединиться к вам ради чего-нибудь тривиального, например, выпить или взять что-нибудь поблизости, это явный признак того, что она хочет быть рядом с вами. Такой жест показывает желание продлить время с вами, даже если ситуация этого не требует. Используйте эти моменты, чтобы начать легкий разговор и тонко пофлиртовать. Спросите что-нибудь игривое или сделайте сдержанный комплимент по поводу того, что она сделала или носит. Например, «Кажется, ты всегда находишь лучшее место. Научи меня этому трюку». Это непринужденное взаимодействие помогает превратить простой жест в возможность установить близость. Если она пытается оставаться рядом, самое меньшее, что вы можете сделать,
это признать это и ответить искренним вниманием. Номер 3. Она находит причины поговорить с вами. Воспользуйтесь ее инициативой. Когда девушка начинает часто находить поводы поговорить с вами, будь то на работе, в спортзале или на общественных мероприятиях, она создает возможности для взаимодействия. Это может быть что-то тривиальное, например, спросить о чем-то, о чем вы упомянули ранее, или прокомментировать то, что происходит вокруг вас, но ее цель ясна – начать разговор. Это идеальный момент, чтобы превратить обычную светскую беседу во что-то более значимое. Отвечайте с энтузиазмом, проявляйте интерес и постарайтесь перевести общение на более личный уровень. Задавайте вопросы, которые продемонстрируют, что вы внимательны и искренне заинтересованы в том, чтобы узнать ее получше. Женщины ценят мужчин, которые могут вывести разговор за рамки простого, поэтому используйте эту возможность, чтобы продемонстрировать свою способность создавать искренние связи. Номер 4. Она пытается смотреть в глаза даже на расстоянии. Если вы заметите, что она часто смотрит на вас, даже издалека, это явный признак интереса. Такой взгляд часто сопровождается легкой улыбкой или попыткой выглядеть занятым, наблюдая за вами. Лучший способ отреагировать на этот жест – удержать зрительный контакт в течение нескольких секунд и улыбнуться в ответ. Это создает мгновенную связь и показывает, что вы заметили ее интерес и ответили ему взаимностью. После этого момента уверенно подойдите к ней и начните разговор. Это может быть что-то простое, например, «Мне показалось забавным, как мы продолжали смотреть друг на друга». Думаю, это хороший повод представиться. Этот прямой, но непринужденный подход очень эффективен для того, чтобы растопить лед и создать благоприятную среду для флирта. Номер 5. Она хихикает или делает забавные комментарии в вашем присутствии. Если она смеется практически над всем, что вы говорите, или делает игривые замечания, пытаясь вас подразнить, это признак того, что она чувствует себя комфортно и заинтересована в создании непринужденной атмосферы. Юмор – мощный инструмент для налаживания связей, и когда она активно участвует в веселых моментах, она показывает, что хочет быть с вами рядом. Воспользуйтесь этой открытостью, чтобы легко флиртовать, отвечая на поддразнивания или шутки между вами двумя. Например, если она делает забавный комментарий, продолжайте игру, сказав что-нибудь вроде у тебя это хорошо получается, но меня сложно произвести впечатление». Такое взаимодействие создает атмосферу веселья и флирта, делая момент более особенным и запоминающимся. Номер 6. Когда она разговаривает по телефону, но остается рядом с тобой. Сегодня многие люди используют свои телефоны, чтобы отвлечься в социальных ситуациях, но если она разговаривает по телефону и все еще остается рядом с вами, это может быть признаком того, что она хочет вашего внимания. Возможно, она ждет, пока вы начнете разговор, или просто пытается держаться рядом, но не слишком явно. В этом случае идеальный ход – растопить лед легким комментарием или вопросом, который привлечет ее внимание. Например, вы ищете что-то интересное или просто боитесь скуки? Такой непринужденный подход может заставить ее переключить внимание с телефона на вас. Девушки, которые остаются рядом, даже когда их отвлекают, ждут вашего шуга. Не упустите шанс начать увлекательное взаимодействие. Номер 7. Она касается ваших рук или близлежащих предметов. Тонкие прикосновения, мощный невербальный язык и один из самых ярких способов проявить интерес. Когда девушка касается ваших рук, даже если это кажется случайным, или играет с предметами рядом с вами, например, с вашей ручкой, телефоном или даже с вашей одеждой, она проверяет ситуацию, чтобы увидеть вашу реакцию. Эти жесты часто имеют эмоциональный подтекст и являются попыткой создать физическую и эмоциональную близость. Как вам следует реагировать? Главное не игнорировать это, но и не переусердствовать. Ответьте улыбкой или небрежным кратким прикосновением в ответ, в зависимости от контекста. Например, если она коснется вашей руки во время разговора, не отдергивайте ее сразу. Вместо этого задержите его на мгновение, сохраняя зрительный контакт. Это покажет, что вы заметили этот жест и готовы создать большую близость. Легкие прикосновения – это приглашение двигаться вперед деликатно и уверенно. Знайте, как ими воспользоваться. Номер 8. Когда она что-то исправляет в своей внешности перед тобой. Вы замечали, что она часто поправляет прическу, поправляет одежду или проверяет макияж, пока она с вами? Эти жесты, часто неосознанные, являются признаками того, что она пытается привлечь ваше внимание и произвести хорошее впечатление.
Заинтересованным девушкам важно, как их воспринимают, и эти тонкие корректировки – способ показать, что они ценят ваше присутствие. Ваш ответ здесь имеет решающее значение. Покажите, что вы заметили, и подкрепите жест легким комплиментом. Например, «Ты действительно умеешь подчеркнуть свою красоту». Подобные комментарии не только подтверждают ее усилия, но и создают игривую и кокетливую атмосферу. Если вы покажете, что замечаете эти детали, это усилит ее интерес и откроет дверь к более значимому взаимодействию. Номер 9. Она поднимает темы, которые вам нравятся. Она пытается произвести на вас впечатление. Если она постоянно говорит на темы, которые, как она знает, вам нравятся, или проявляет интерес к вещам, о которых вы упоминали ранее, это явный признак того, что она пытается наладить с вами контакт. Это может быть спорт, фильмы, музыка или даже что-то техническое, связанное с вашей работой или хобби. Это ее способ соответствовать вашим интересам и показать, что ее волнует то, что важно для вас. Как вы можете извлечь из этого максимальную выгоду? Оцените этот жест, вступив в разговор, а затем спросите о ее интересах. Скажите что-то вроде «Мне это очень нравится». А ты? Чем ты увлекаешься? Это создает баланс во взаимодействии, показывая, что вы тоже заинтересованы в том, чтобы узнать ее получше. Эти обмены взаимными интересами имеют основополагающее значение для построения прочных связей. Номер 10. Когда она шутит или прямо дразнит вас, отвечайте умно. Поддразнивание и прямые шутки – классические формы флирта, особенно когда они сопровождаются частым смехом и улыбками. Если она играет с вами, будь то что-то, что вы сделали, или особенности вашей личности, это ее способ создать легкую и веселую атмосферу. Ваш ответ здесь должен быть сбалансированным. Присоединяйтесь к игре, не занимаясь нападками или обороной. Используйте юмор в своих интересах, отвечая таким же легким поддразниванием или превращая ситуацию в замаскированный комплимент. Например, если она говорит «Ух ты такой самодовольный», да, вы можете ответить что-то вроде «только потому, что ты заметил». Это демонстрирует интеллект, уверенность и поддерживает игривость взаимодействия. Умение играть словами, не переходя границ – это навык, который значительно повышает вашу привлекательность. Номер 11. Она упоминает место, которое любит посещать, скрытое приглашение. Если она начнет говорить о местах, которые ей нравится посещать, например, о ресторанах, парках или мероприятиях, обратите на это внимание. Часто это признак того, что она косвенно предлагает свидание. Эти комментарии обычно сопровождаются восторженными описаниями или вопросами о том, чем вы любите заниматься. Лучший способ отреагировать – проявить интерес и, если возможно, предложить что-то конкретное. Например, если она упомянет ресторан, который ей нравится, скажите «звучит здорово». Может, нам стоит сходить туда вместе когда-нибудь. Подобные предложения показывают, что вы внимательны и готовы превратить разговор в практические действия. Девушки ценят мужчин, которые умеют распознавать эти сигналы и без колебаний проявляют инициативу. Номер 12. Она говорит о физических прикосновениях, которые ей нравятся, обратите внимание. Когда девушка начинает упоминать вещи, которые ей нравятся при физическом контакте, например, объятия, держание за руки или даже те виды прикосновений, которые она ценит, это не просто случайная информация. Она открывает вам окно, чтобы понять, как создать с ней близость комфортным и естественным способом. Ваш ответ здесь должен быть внимательным и уважительным. Покажите, что вы слушаете и используете эту информацию в нужный момент. Например, если она говорит, что ей нравятся спонтанные объятия, найдите возможность легко обнять ее при следующей встрече. Эти действия показывают, что вы обращаете внимание на детали и готовы создавать моменты, соответствующие ее предпочтениям. Такая забота и чувствительность укрепляют доверие и углубляют как эмоциональные, так и физические связи. Распознавание признаков женского интереса – искусство, требующее внимания, чуткости и уверенности. От тонких прикосновений до косвенных предложений о свиданиях, каждый жест – это возможность углубить связь и создать что-то значимое. Ключ заключается в внимательном наблюдении, правильной интерпретации и реагировании с твердостью и уважением. Женщины ценят мужчин, которые понимают их сигналы, не давя и не форсируя ситуации. Теперь, когда у вас есть четкое руководство по расшифровке этих сигналов,
Применяйте их в своих взаимодействиях и наблюдайте, как ваши шансы на успех увеличиваются. Помните, уважение, эмоциональный интеллект и отношения – это основа достижения того, чего вы желаете. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и поделитесь им с друзьями. Искусство притяжения – это понимание, действие и, прежде всего, создание настоящих связей.